Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео я поделюсь с вами своими впечатлениями участника международного чемпионата «Золотая кисть». Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Деятельность данного чемпионата довольно широко представлена в Instagram. Как обычно, все ссылочки будут в описании под видео. Это был мой первый чемпионат, и, если честно, я вообще понятия не имела, как это, что это, и по итогу мне пришлось по большей части разбираться самой. Думаю, мои подписчики знают, что я очень люблю стемпинг. И, конечно, номинация, которую я выбрала, была именно она – тема «Летний букет». Я на этом чемпионате заняла 3-е место, безумно была рада, первый чемпионат и сразу призовое место, но моя радость была недолгой, ровно до того момента, пока я не увидела работу, которая заняла 1-е место. Чуть позже я обязательно покажу вам эту работу, но давайте обо всем по порядку. У каждого чемпионата есть свой регламент, с которым нужно очень внимательно ознакомиться. Что для меня был этот чемпионат? Да? Во-первых, это выход из зоны комфорта, так как стемпинг-дизайн нужно было выполнить на длинных демонстрационных типсах. Вот для сравнения покажу вам типс, на который я делаю выкраску. В принципе, такие типсы есть, думаю, у многих. Вот насколько они отличаются по размеру с теми типсами, на которых и нужно было выполнить работу. При этом, думаю, любители стемпинга меня поймут, что большинство композиций на пластинах для стемпинга, они явно не такого размера. Также стоит отметить, несмотря на то, что я хорошо ознакомилась с регламентом, с критериями, по которым судьи будут оценивать работы, мое представление этих критериев в итоге оказались совсем неправильными. Моя работа на 100% выполнена в технике стемпинг, и я не случайно делаю на этом акцент. Чуть позже вы поймете, почему в данном видео я на одном типсе решила показать весь процесс создания этой работы. Как вы заметили, в качестве основного фона я выбрала черный цвет. Это, конечно, ошибка, но на тот момент я так размышляла: навряд ли кто-то еще выберет черный фон. Почему? Потому что для стемпинга черный фон, это очень сложно, да, потому что это нужно прямо иметь очень супер-пупер пигментированные краски, и то они не настолько ярко смотрятся именно на черном фоне. И тут, конечно, как вы уже поняли, легких путей я не искала, поэтому раз черный фон самый сложный, значит его и берем. Не знаю, почему-то у меня как-то так мысли приходили в голову, именно какие-то такие. Первая техника, которую я применила к своей работе, это стемпинг литье фольгой. Пока вы наблюдаете за процессом, вернемся к чемпионату. Участие платное, все общение идет через директ в Instagram. Конечно, прежде чем решиться на участие в данном чемпионате, организаторам я задала ряд вопросов, которые меня интересовали. И они, в свою очередь, любезно на все эти вопросы отвечали. Один из вопросов звучал так: какие техники стемпинга можно применять? И еще был такой вопрос: если мы говорим о раскрашенном стемпинге, то есть если я не захожу за рамки стемпинг рисунка, это будет считаться раскрашенный стемпинг или это все-таки будет считаться прорисовкой? Ответ был следующим: применять можно все техники стемпинга, в том числе и раскрашенный. Единственное, работу нужно выполнить именно теми материалами, которые разрешены по регламенту. По регламенту в этой номинации можно было использовать краски для стемпинга, гель-краски, акриловые краски, пигменты и фольгу. Также разрешалось 30% оформления стразами и 30% прорисовки. Вообще стоит отметить, что на чемпионате «Золотая кисть» довольно много номинаций. Декорирование, лепка, постеры, китайская роспись, художественная, акварельная роспись, аэрография. В общем, при желании, думаю, каждый сможет для себя выбрать ту или иную номинацию, которая ему близка. Номинация «Стемпинг» на этом чемпионате была включена впервые, то есть на этом чемпионате эта номинация проводилась в первый раз.
И когда Елена Мюнхен, это тоже блогер, у нее есть свой канал на ютубе, увидела эту номинацию в регламенте, она тут же со мной связалась и сказала: вот, Вика, пожалуйста, смотри, есть чемпионат, в котором есть такая номинация. Огромное спасибо Леночке. Собственно, с нее у меня и началась эта вся вот чемпионатная эпопея. Кстати, у нее есть своя история после участия в чемпионатах, поэтому, если вам интересно, обязательно зайдите на ее канал и посмотрите это видео. Вот, кстати, вот тут я решила показать вам крупным планом отпечатанный рисунок и насколько четко была отпечатана фольга. Если у меня и были где-то какие-то помарки, огрехи, то убирала я их при помощи микробрашей. Ну и, собственно, после того, как организаторы ответили на мои вопросы, я заполнила заявку, оплатила участие и, собственно, приступила к работе. И на все про все, вот на создание этой работы у меня ушло 3 недели. Но это, знаете, 3 недели не то, чтобы вот я сидела прямо и 3 недели пыхтела над этой работой. Нет, конечно же, я принимала девочек, да, на маникюр, ну там какие-то свои домашние дела, там еще какие-то дела. Ну и в общей сложности, в общем, вот это все у меня проходило в течение 3 недель. При этом я хочу заметить, что вот готовые типсы, которые вы видели в начале, да, это был на самом деле не первоначальный, да, результат. То есть сначала у меня были другие розы, потом у меня я хотела просто ленточку сделать, да, а не змеиную там вот это вот, а не змею вместо ленточки. Ну то есть вот это все менялось по ходу, и, конечно же, мне приходилось это все переделывать. После оглашения результатов я попросила организаторов прислать мне оценки судей. Мне хотелось посмотреть, по каким критериям у меня самые низкие баллы. Для чего? Для того, чтобы понять, что или где было не так, и, собственно, в дальнейшем это исправлять. И вот тут я сразу же столкнулась просто с волной негатива. По непонятным мне причинам мне стали сразу говорить о том, что вы что, сами не видите, какая у вас грязная работа, да вообще там типа сидите и вообще молчите, радуйтесь, что вы там 3-е место заняли. Я не стала спорить, что-то доказывать, вот у меня чистая работа, еще раз посмотрите. Нет, я просто еще раз вежливо попросила оценки судей и объяснила, что я хочу знать просто, где у меня по оценкам, я хочу посмотреть, где у меня и что было не так. В итоге организаторы через какое-то время мне ответили: если вы хотите, чтобы вам объяснили, где и что у вас было не так, вот, пожалуйста, вам ссылка на преподавателя по стемпингу, которая объяснит вам, где и что не так у вас в работе. На тот момент я подумала: о, да это же еще лучше, сам преподаватель по стемпингу скажет, что не так было в моей работе. То есть мне самой не придется где-то что-то домысливать. Не могу сказать, что я была согласна с этим преподавателем, но тут, как говорится, каждый имеет право на свое мнение. Вот, пожалуйста, послушайте, что было сказано, ну, в принципе, о моей работе. Я заходила к вам на страничку, я смотрела, вы говорите, что вы блогер, но извините, я смотрела то, что вы делаете, видеоуроки, там бонпрети, там чем вы работаете, втирку и фольга. Я вам скажу, что вы неправильно наносите материал на пластину, вы неправильно его снимаете, и вы неправильно делаете отпечаток, у вас отпечаток не чистый, у вас отпечаток не четкий, и вы втирку сделали, да, техника такая есть, но это должно быть стемпинги, все линии идеально, не прерывались, четкие, вот, отпечаток должен получаться четко, и у всех после курса, когда мои мастера выходят после моего курса, у всех получается идеально, потому что я с них не слажу. Это еще не все, поверьте, дальше будет еще интересней. Конечно, после такого я, наверное, должна была все бросить и сразу же побежать на курсы, ну, либо вообще завязать просто со стемпингом. Кстати, вот тут я хочу обратить ваше внимание на гравировку пластины. Заметьте, что вот листочки по задумке художника, да, то есть здесь линейные, и они вот именно на кончиках, ну, скажем так, нет гравировки, ее просто нет. То есть это не то, чтобы я там где-то что-то недопечатала, а это такой рисунок.
Дальше в своей работе просто я буду использовать технику стемпинг гель-краской. В данном случае она белая, потому что раскрашивать полые розы и сами листочки я буду неоновыми пигментами. Почему неоновые? Ну, во-первых, это яркие, сочные цвета. К тому же, именно неоновые цвета на черном фоне выглядят более выигрышно. А чтобы они не терялись на черном фоне, я делаю белую подложку при помощи белой краски для стемпинга. Прежде чем дальше продолжить эту историю, мне хотелось бы кое-что объяснить. Дело в том, что я ни в коем случае не хотела со своей стороны как-то оспорить судейство. Нет. Единственное, что мне хотелось, это понять свои ошибки по критериям. Для чего? Для того, чтобы их исправить, да, где-то что-то доработать и при участии уже в следующих чемпионатах эти ошибки не совершать. По-другому говоря, мне хотелось понять, какую нужно сделать работу, ну, в моем случае в номинации «Стемпинг», для того, чтобы судьи смогли оценить работу максимальными баллами по заданным критериям. Сейчас, глядя на свою работу, я понимаю эти ошибки, но разобраться в них мне помогли уже на другом чемпионате. Как вы понимаете, на этом чемпионате никто особо мне и не пытался где-то что-то объяснить. А если кто-то и объяснял мне что-то, то у меня это в голове лично никак не укладывалось, глядя на ту работу, которая заняла первое место. О своем участии в другом чемпионате я, конечно же, тоже сниму отдельное видео, тоже подробно расскажу, как там что. Но то есть сейчас просто у меня есть с чем сравнивать, и поэтому, собственно, я и решила записать данное видео. Ну, давайте вернемся к чемпионату «Золотая кисть». В номинации «Стемпинг» было 2 призера. Первое место заняла девочка, второго места никто не занял, и третье место заняла я. Конечно же, у меня возник вопрос, а почему второго места никто не занял? Ну, то есть как это? Как оказалось, судейство происходит следующим образом. Судьи ставят оценки. Затем эти оценки суммируются, и по результатам по сумме этих баллов, собственно, и выставляется первое, второе, третье место. Образно говоря, если работа набирает от 71 до 80 баллов, то есть это получается третье место. Если работа набирает от 81 до 90 баллов, это второе место. Ну и, соответственно, от 91 балла до 100, значит, эта работа занимает первое место. Я спросила у организаторов, может быть, в этой номинации участвовало только 2 работы, на что мне ответили: нет, просто остальные работы не набрали достаточное количество баллов. Тут я как-то даже немного успокоилась, и глядя на свою работу, конечно, я уже стала, знаете, думать, вот, надо было здесь вот это сделать, а вот здесь вот это сделать, блин, какая же я такая глупая, надо было там, может быть, доработать, там доработать. И глядя на критерии, по которым судились работы, то есть я думала, ну, наверное, есть такой критерий, как сложность выполнения. Наверное, вот тут как бы судьи, глядя на мою работу, посчитали, что да, вот, ну, действительно, это была работа выполнена, ну, такими довольно сложными техниками. Но, как вы понимаете, оценки судей мне так никто и не предоставил, поэтому это остались только лишь мои догадки. Но, к сожалению или к счастью, мое спокойствие длилось недолго, ровно до того момента, когда я увидела ту работу, которая заняла первое место. Ну, еще вот немного, и мы с вами ее посмотрим. А здесь я хочу заострить ваше внимание и показать вам вот какой лайфхак. Когда мы с кисточкой смахнули лишний пигмент, на типсе все равно вот эта вот пыль, она осталась от пигментов. Поэтому я беру нижнюю подушечку двойного штампа, как вы знаете, она очень липкая. И вот таким образом, как говорится, избавляюсь от той самой пыли, от того пигмента, который мне на типсе не нужен. И вот как вы видите, на самой подушечке штампа еще много, очень много вот этого пигмента собралось.
Как я уже говорила, для меня подготовка к чемпионату – это выход из зоны комфорта. Тут хочешь не хочешь, начинают работать там вот мозги так, что шарики за ролики заходят, а как это сделать, а как это убрать. И по ходу всего этого действия рождаются какие-то вот такие вот лайфхаки или даже какие-то новые техники. Как вы уже видели, я раскрасила стемпинг рисунок, отпечатанный белой гель-краской, неоновыми яркими пигментами. И теперь при помощи гель-лака витражного я, опять-таки, не выходя за рамки самого рисунка, ну, скажем так, делаю розочки объемными. Изначально я планировала сделать объемной змею. Даже у меня был типс такой, то есть я попробовала, посмотрела, но потом пришла к выводу, что все-таки тема летний букет, поэтому остановилась на том, чтобы сделать объемными розы. Потому что, ну, вообще мне нравится объемный стемпинг, объемные дизайны. И, то есть, я, например, считаю, что стемпинг, он многогранный, и, то есть, он уже давно перестал быть плоским. Данная техника называется раскрашенный стемпинг, то есть изначально за основу берется именно стемпинг-рисунок. А то, что мы придали ему объем, да, то есть как бы это, в принципе, вот что мне нравится в раскрашенном стемпинге, это то, что уже теряются вот эти вот грани, да, то есть рисунок уже сама композиция, рисунок уже смотрится таким более живым, что ли, да, то есть, ну вот точно не плоским. И вот этим именно мне и нравится объемный стемпинг. Хочется отметить, что да, действительно, большее количество розочек я взяла с одной пластины, и листьев, кстати, также. Но каждый типс, он все больше и больше, то есть там 5 размеров, и где-то мне приходилось добавлять листья, где-то по-другому компоновать розочки, то есть отдельно, то есть это здесь, вот на этом типсе я отпечатала просто вот целиком рисунок, а так я каждую розочку вертела, крутила, как говорится, и пыталась как-то их расставить, распределить. Как вы сами могли видеть, вся моя работа на 100% выполнена в технике стемпинг. Никаких страз и прорисовок я не использовала. Но, как говорится, у других людей сложилось абсолютно другое мнение о моей работе. Здесь надо было показать вот саму технику стемпинга, работу стемпинга, показать летний букет, лето, потому что здесь у вас один и тот же как бы рисунок растянут на все типсы. Ну да ладно, пускай это будет, но нету еще четкости и чистоты в работе. То, что я вижу, вы больше открыли какие-то фактурный дизайн, а не стемпинг. Вот надо было, чтобы техника стемпинга, она была 90% у вас раскрыта больше, нежели вот фактуры разные. И по цветовой гамме надо было что-то взять поярче. И вот эти листики, они просто слились, и вся работа немножко слилась. Ну, что тут скажешь, если фактурный, объемный стемпинг – это не стемпинг, если неоновые пигменты – это не яркие, не летние цвета, то да, конечно. Ну, в этом случае мне остается только показать вам ту работу, которая заняла первое место. Думаю, тут вы и сами прекрасно видите яркие, сочные летние цвета, насколько работа чистая, насколько идеально отпечатан каждый рисунок. Ну и, конечно же, тут ромашки не растянуты на всех типсах, они просто отпечатаны в нижней части каждого типса. Вот именно такую работу нужно было сделать на этом чемпионате для того, чтобы занять первое место. Я от всего сердца поздравляю девушку, которая с этой работой заняла первое место. Вместе с ней мы, я так понимаю, на чемпионате принимали участие впервые. И она, и я были в категории юниоры. Безусловно, я объективно рассматривать, оценивать эту работу не могу, да и не в моей это компетенции. К тому же, как по преданию когда-то сказала Екатерина II, победителей не судят. Единственное, я также показала эту работу преподавателю по стемпингу, которую мне рекомендовали организаторы чемпионата «Золотая кисть». И вот что, собственно, она резюмировала, глядя на две наших работы.
Если посмотреть между вашими работами, то ее работа как, типа, сказать стемпинг, о, вот это, вот, ну, как бы перевешивает. Но это чисто мое субъективное мнение. И это чисто мое, то, что вы меня спрашивали, я вам сказала. Думаю, будет не лишним сказать, что работу, которая заняла первое место, как раз-таки сделала ученица этого самого преподавателя по стемпингу. Если вы думаете, что на этом все самое интересное закончилось, то нет, смотрите дальше. Чемпионат «Золотая кисть» проходит на территории Украины, и ее организатором является Татьяна Соловьева. С виду очень милый и приятный человек. Каждому участнику чемпионата, вне зависимости от того, занял он какое-то место или нет, отправляли диплом участника. Ну а если работа заняла уже какое-то место, то, призовое место, то, соответственно, ему уже отправляли именной диплом. Также в посылке из Украины были подарки от спонсоров. В моем случае подарки были от торговой марки Комильфо. И для меня, честно скажу, это был очень приятный сюрприз. Когда я решила принять участие в данном чемпионате, когда я готовилась к этому чемпионату, мне, конечно, очень хотелось занять какое-то призовое место. Да и как по-другому? Навряд ли кто-то пойдет участвовать, да, просто, чтобы для галочки, да, типа я там была. Конечно, я думала, что для всех участников, собственно, одинаковые условия самого участия. Заполнить заявку, оплатить участие и выслать работу. Но и тут, как оказалось, не все так, как, собственно, я себе представляла. Еще раз, кто получил уже кубки, отпишите, что вы получили. Кто еще не оплатил, я очень полагаюсь на вашу честность, девчонки. Оплатите, пожалуйста, доставку. И некоторые еще не оплатили участие в конкурсе. Как-то непорядочно, правда? Конечно, я тоже считаю, что это непорядочно, но в таком случае у меня возникает вопрос, а что, так можно было? А теперь немного о грустном. Вот тот самый кубок, это мой первый кубок, 3-е место, который вот также мне прислали в посылке. Как же я его ждала! Это ведь мой первый чемпионат, пусть 3-е место, но это все-таки для меня победа, и вот как я ждала этот кубок. Но без сюрпризов тут тоже не обошлось, и на этот раз сюрприз был не очень приятным. Дело в том, что кубок пришел ко мне поломанным. Причем Почта России и Почта Украины в этом абсолютно никак не виноваты. Я это точно знаю по одной простой причине. Все дело в том, что большая часть кубка находилась в почтовой коробке, а мелкие осколки и отдельные части кубка находились в пакете от торговой марки Комильфо, там же, где и находились подарки от этой торговой марки. Причем сам пакет большой, и он был сложен несколько раз, и вот эти вот детали, они никак не могли в пакет, как говорится, вот так вот залезть отдельно от кубка при транспортировке. Конечно, кубок мы заклеили, но осадок остался. Возможно, кто-то из организаторов посмотрит это видео, и в будущем кубки для своих призеров будут уже как-то, я не знаю, упаковывать, хотя бы пищевой пленкой. Насколько я знаю, сейчас идет подготовка к очередному чемпионату «Золотая кисть». Участвовать в нем или нет, это решать только вам. Я лишь поделилась своей историей как участник этого чемпионата. От себя лично могу добавить только одно. Для меня этот чемпионат это было настолько волнительное, настолько захватывающее мероприятие. Эти переживания, знаете, слезы, это все было. И эти эмоции очень сложно описать, очень сложно. Если вы у меня спросите, а оно вообще того стоило, я вам отвечу: да, это того стоило, несмотря ни на что. Я ведь пошла дальше, стала участником другого чемпионата. И, вот так чуть-чуть приоткрою завесу, там я уже заняла 1-е место. Но, как говорится, это уже история другого видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь.
Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, по традиции, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!